Давайте поговорим о ситуациях, когда муж слишком трепетно и как-то уж слишком близко относится к своей маме. И если вы замечали такие ситуации у ваших знакомых или, не дай бог, в вашей жизни это есть, то на ум приходит такая фраза «маминкин сынок». Разберемся сегодня подробно, что это значит и самое главное, к каким последствиям приводит и для мужчины, и для его жены, и для мамы затронем это. И мы с вами будем разговаривать. Это не мой монолог, а диалог с вами. Поэтому, пожалуйста, комментарии для вас открыты. Пишите туда свои мысли, инсайты, какие-то истории, которые всплывут у вас в памяти, а также задавайте вопросы. Давайте обсудим эту тему. Итак, здравствуйте, меня зовут Наталья Корнеева, я психолог, и вы на канале про отношения. Проявлений ситуации, которые я описала, на самом деле множество есть. От фраз «сынок, полежи со мной, я болею» или «если ты сделаешь в своей взрослой жизни что-то определенным образом, то я не переживу это, что с моим сыном это происходит, у меня будет инфаркт», до каких-то более завуалированных, менее заметных проявлений, как, например, у мамы нету мужа, и она как будто живет только жизнью своего сына. При этом она может даже быть умной, воспитанной женщиной, которая понимает все про личные границы и старается не навязываться своему сыну, но находясь рядом в такой семье, да, где есть мама, которая с сыном играет в психологический брак, есть сын, например, ваш муж, который с мамой играет в психологического мужа, вы всегда рядом будете чувствовать какую-то нездоровую связь между ними. Даже если оба будут вести себя, казалось бы, очень правильно и очень сдержанно. Психологический брак никогда не приравниваем к реальному, то есть там нету приставаний, нет каких-то сексуальных подтекстов. Все может быть очень чинно и правильно, но на уровне эмоций вы всегда заметите, что что-то не так в этих отношениях. Самые частые семейные истории, где вы можете это встретить, когда мама растила сына в одиночку. Или вариант она растила-то его с папой, но у них с папой были настолько плохие отношения, а именно она папу своего сына, своего мужа, так сильно не уважала как мужчину, что переложила все свои ожидания на своего сына. И сын, как правило, принимает эти ожидания. И из кожи вон лезет, как старается быть не таким, как папа, другим, хорошим, правильным мальчиком. И таким образом ребенок, сын, начинает как бы служить своей маме, обслуживая ее внутреннее одиночество. Мама внутри психологически путает роли. Ей очень сложно потом сепарироваться со своим ребенком. Он вырастает, он уходит в свою жизнь, но для мамы он все еще остается сыночком. Еще один такой, знаете, тревожный звоночек, как можно заметить, что в семье происходит именно это смещение ролей, когда у сына и у мамы есть четкая договоренность. Например, сын должен обязательно звонить маме каждый вечер. Или матери в таких ситуациях иногда говорят: все, он взрослый, он живет своей жизнью. Мне только важно, вот пусть смс-очку напишет, чтобы я знала, что он жив-здоров, с ним все нормально. Давайте посмотрим на это разумно и реалистично. Если мама взрослый самостоятельный человек со своей жизнью, сын взрослый самостоятельный человек со своей жизнью, почему ему нужно давать звоночки маме о том, что он жив-здоров и с ним все в порядке? Наверное, и когда с ним что-то, если вдруг случится, и когда действительно ей будет пора об этом узнать, но она как-то узнает, ей сообщат. То есть видите, какая плотная связь? Ты гуляй, но только будь со мной на связи. Почему? Потому что я в тебе нуждаюсь. Потому что я назначила тебя на роль своего психологического мужа. И если в такой семейной истории этого выросшего сыночка появляется все же жена, они иногда появляются, иногда нет, сейчас про это расскажу, то как складываются отношения? Жене его, конечно же, будет трудно, потому что она будет чувствовать всегда, что роль женщины в его жизни ей постоянно приходится делить с его мамой. И когда что-то случается у мамы, как будто он бежит туда не как к более дальнему члену семьи, а бежит туда ровно так же, как бежал бы к своей жене. По любому зову, на помощь маме бросаюсь сразу, потому что мама – это святое. Мама – это просто мама. И в ситуации, которую я описала, мама заменяет сыну психологическую жену. И, конечно же, реальной жене в такой ситуации будет
у нее будет очень много ревности. Знакомые рядом люди могут ей говорить: ну что ты ревнуешь, это же его мама. Но эта ревность вполне разумна, потому что между мамой и сыном слишком близкая эмоциональная связь. Что значит слишком близкая? Не по возрасту близкая. И сейчас я расскажу вам несколько частых сценариев, что происходит с мужчиной, который оказался вот с мамой в таких психологических отношениях, неверных, некорректных, реальной ситуации, неверной их связи. Первый вариант. Например, мужчина находит в себе силы сепарироваться с мамой. Он не живет с ней рядом, он перестает быть по телефону как на поводке, спешить отвечать на все ее смс или постоянно давать знать, что он жив-здоров и с ним все в порядке. То есть он отделился, допустим, и физически, и эмоционально. Но в нем заложен паттерн, его будет тянуть к властным и сильным женщинам. Потому что мама, которая играет такую роль со своим сыном, она, как правило, мама с гиперопекой, сильная властная женщина, гиперконтролер. И он будет бессознательно выбирать таких же женщин, которые будут его подавлять, привязывать к себе и контролировать. И, может быть, он будет всю жизнь жить с такой женщиной, и в этом браке начнет играть роль ее сына. Секс в таких отношениях обычно быстро пропадает, мужчина чувствует себя подавленным. Либо когда отношения с сильной властной женщиной начнут заходить на вот такую стадию уже подавления его, он испугается и убежит обратно к маме. Другой частый вариант. Мужчина не выдерживает этой нагрузки, потому что играть роль психологического сына для своей матери, ну, это чересчур, правда, это сложно. И тогда он уходит с головой во что-то другое. Лучший вариант из возможных – это когда он уходит в трудоголизм. Там он хотя бы развивается, становится успешным, зарабатывает деньги, ну и делает вроде как что-то хорошее. Худший из вариантов – когда он уходит в религию или в секту. То есть он погружается с головой куда-то. Он же от мамы не сепарирован. Это значит, у него нет навыка держать верную ситуацию, дистанцию. И тогда, когда он входит в какую-то организацию, семья – это как система организации, если он входит в какую-то систему, как, например, работа или религия, вера, он не умеет держать этот баланс, границу, он плюхается туда с головой. Еще один частый вариант, что происходит. Мужчина создает семью, пробует, но мама лезет туда с головой. Критикует его жену, говорит, что все неправильно. Очень сильно сует свой нос. Мужчина, которого я описываю, он же ее психологический муж, и очень серьезно относится к ее словам. И поэтому он уходит от этих женщин. То есть он начинает раз за разом менять женщин. Семья у него долгая, крепкая, не складывается, потому что мама постоянно мешает. Или мужчина вообще так и не создает семью, потому что он чувствует эту близость с мамой эмоциональную, и вторую, другую женщину он уже не выдержит, место в его сердце уже занято мамой. И он говорит: не, семью не хочу, детей не хочу, для меня это слишком. И вот живет всю жизнь сам, оставаясь психологическим мужем своей мамы. Ну а самый крайний вариант, который вам будет легко распознать, который очевидно, это когда он даже не съезжает от мамы, он живет с ней, остается вот тем самым маменьким сынком, как часто говорят, живет с ней, самым близким делится с ней, ругается с ней, мирится с ней и так остается при маме всю жизнь. Что делать, если вы узнали себя в ситуации в этой, как в роли жены, да? Ну, во-первых, не хватайтесь за голову и не убегайте сразу, потому что таких примеров огромное количество. И то, что я вам сейчас описала, вы можете посмотреть по сторонам вашей жизни и заметить какие-то примеры. Но поверьте, то, что вы заметите, это будут самые яркие. Очень много семей, в которых со стороны это даже и не увидишь. Вот если прям не поживешь с ними, да, близко не побудешь с этой семьей, то даже не поймешь, что они живут тоже в такой истории, потому что проявление этого поведения, оно имеет разную интенсивность, как разная громкость звука, например. Где-то это чересчур выражено. И тогда, если вы влюблены в мужчину, который живет с мамой, а ему там 30-40 лет, ну вот тут, наверное, да, лучше бежать сразу. Но если вы живете уже с мужем, он, в принципе, живет отдельно от мамы, самостоятельный, но вот эмоциональная связь с мамой у него есть, я бы рекомендовала вам не хвататься за голову и не убегать, потому что идеально вы не найдете. Все люди имеют свои недостатки. И попробовать все-таки наладить с ним отношения
меняя свой контакт с ним. Потому что в этой истории вы тоже играете какую-то роль. Вы не просто так оказались рядом с таким мужчиной. Его особенности и ваши особенности как-то очень удачно сошлись, подтверждая вам и ему какие-то негативные установки, в которые вы верите. Что я вам рекомендую? Попробуйте улучшать отношения. Я вообще за то, чтобы люди не расходились, пока они действительно не попробовали все, что возможно. И самое главное, не то, что возможно вам сегодня, не то, что вы уже можете и знаете. Попробуйте в ваших отношениях что-то, чего вы еще не знаете, узнайте что-то новое. Если вы еще не проходили мой бесплатный курс про отношения, то приглашаю вас, пройдите, там я рассказываю о 16 самых частых ошибках в отношениях, послушайте, перестанете их делать. И даю 3 секрета счастливых отношений. Возможно, у вас получится это применить к себе. Приглашаю, это бесплатно, регистрируйтесь и начинайте. И самое главное, помните, всю информацию, которую вы встречаете в интернете, она здесь очень утрирована. Утрирована значит показана вам как что-то гиперяркое. С одной стороны, это необходимо, потому что если психологи не будут вам показывать контрастных примеров, то, знаете, чтобы начать замечать полутона, нюансы, нужно уже хорошо разбираться в ситуации. Поэтому такие яркие примеры, как маменькин сынок, который живет с мамой, они нужны нам, чтобы начать соприкасаться с какой-то новой информацией. Но все, что вы слушаете в интернете, не принимайте слишком близко к сердцу. Я вам рекомендую принимать близко к сердцу только одно такое правило, в которое лично я верю. Если вам понравится оно, возьмите его себе. Уходить из отношений можно в 2 случаях. Первое. Если у вас правда пропали вообще все чувства к человеку. То есть у вас даже не осталось на него ни злости, ни обиды. Ну вообще ровно. Вот по-настоящему ровно. Не наигранно. А второе, если вы правда попробовали все, что возможно. И возможно не только из вашего опыта и знаний, а из опыта и знаний других людей, особенно профессионалов. Попробовали сохранить отношения, потому что, еще раз повторюсь, идеальных людей не существует. Если вы досмотрели до конца, поставьте, пожалуйста, лайк. Встречаемся в комментариях, посмотрю, прочитаю все комментарии, постараюсь всем ответить. И подписывайтесь на канал про отношения. До встречи в следующих видео.